Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего, события недели с 17 по 23 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас сегодня две колоды. Я решила совместить. Когда-то на моем канале были еженедельные короткие прогнозы, но потом в силу разных причин я от этого отказалась. Вы мне писали, это очень много я получила, как и на почту писем, ну и в комментариях. Потом эта тема сошла на нет. Но то же самое касается и пасьянсов, которые прежде когда-то выходили достаточно часто. И вот я теперь решила совместить и пасьянс, и еженедельный прогноз. Буду видеть, насколько это откликается, и буду благодарна вашим комментариям, насколько это вам нравится, насколько вам это актуально. Давайте рассмотрим. И карты пасьянса никогда не знаешь, что выпадет. Останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад, он не передаст всю вашу жизненную личную историю. Но просчитать что-то мы как раз можем, как альтернативный вариант рассмотреть. И я надеюсь, мы проведем с вами приятное время. Это самое главное. Итак, что же нам подскажут карты старинного пасьянса? События ближайшего будущего. Каково это будущее? На неделю. С 17 по 23 для вас, близнецы. События дома. Семейный очаг. Это буквально стены могут быть. Или когда вы наводите порядок, благоустраиваете свое жилье. Или вы намереваетесь куда-то переезжать, тогда вы можете решать вопросы, а что будет там, на новом месте, как я обустроюсь. Или на сегодняшнем месте вы можете делать ремонт, к примеру. Но это мы говорим, если о стены, то есть сам по себе дом, место пребывания. Но есть еще и значение, как взаимоотношения с вашими домочадцами. И вот у каждого здесь будет в каком-то своем контексте. Может быть, кто-то работает на дому, кстати, такое тоже может вполне проиграться, когда вы более чаще бываете дома. Опять же, в силу разных причин. Смотрим, что еще у вас совпадает. Вот есть какое-то сомнение. Смотрите, у нас выпадает как и семейный очаг, и месяц, или луна. И это не то сомнение, которое, обусловлено какими-то факторами. Скорее всего, прежде когда-то могла быть грустная ситуация, и вот эти сомнения, они остаются внутри нас. Периодически они возникают, добавляя нам какую-то сумятицу в душу, в жизнь, или ненужную какую-то философию. Это не есть то, на что мы должны обращать внимание. Наверное, реалистом быть стоит. Но когда выпадает этот аркан или это изображение, это есть какая-то неопределенность. Как мне поступить? Или так, или так. Как будет лучше? Или так, или так. И вот это или-или может длиться очень долго. Поэтому, с чем-то, возможно, вам придется определяться на этой неделе. Идем дальше. Что нам еще расскажут карты? У кого-то как поездка, открытый путь. Иногда это символ как жизненный путь, какая-то возможность. Может быть, возможность согласовать какие-либо документы. Или когда вы определяетесь с чем-то, и после этого вам как судьба путь открывает. Как зеленый свет. Может быть и так. Вы можете, кстати, строить планы, но вот эти сомнения вам так и не дадут приступить к этим планам или к осуществлению задуманного. Мельница, пустые разговоры, вроде открытый путь. Вот есть сама по себе возможность, и все вроде бы так неплохо. Но вот это вот луна или тысяча каких-то неопределенностей, а ведь жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Увы, мы всего лишь люди, мы не можем что-то предугадать или просчитать что-то с точностью до мельчайших подробностей. Поэтому где-то всегда нам требуется сила, мужество, внутреннее мужество на что-то решиться, но где-то протоптаться на месте, так и не решиться на что-то, а хотя время как раз более чем удобное.
И такое для кого-то из вас может проиграться. Хотя я могу допустить, что сами по себе какие-то пустые разговоры. Или кто-то из вас может, ну, вот так вот советоваться с кем-то. И тогда вот по аркану этому, по изображению месяца, сколько людей, столько мнений. И тогда вас запутают только, но не дадут какой-то ясности. Вам, я вижу, с чем-то нужно определиться, мои дорогие близнецы. Для кого-то из вас вы засобираетесь в далекий путь или начнете думать, а нужно ли мне ехать туда или нет. Для кого-то жизненный путь это будет как олицетворение работы, ваших достижений, вашего любимого дела. Это то, что будет продолжено длительный период времени и чему вам следует уделять внимание. Тогда примите во внимание другой момент. Вот это мельница, опять же, пустые разговоры, которые выпало между вот этими двумя значениями, может говорить, что вы никак, вот есть вроде какой-то план, и в душе уже есть понимание, чем я хочу заниматься, что мне интересно. Но, наверное, искусство мелких шагов и искусство первого шага. Ну, вот на этой неделе, может быть, и попробовать, вместо того, чтобы думать. Или вместо того, чтобы, ну, где-то оценивать, что мне посоветовали люди, попробовать, опять же, самому. Не отказаться от какого-то очень благополучного продолжения. Но я так вижу, что кто-то и может. Мы часто не решаемся осуществить этот путь. Хотя я могу предположить и так, что вы ждете кого-то. Такое вполне вероятно. Молния совпадает, и это внезапное извещение, событие. Ну вот как телеграмма или молниеносное известие, может быть, телефонный звонок. И карта не говорит, чего конкретно касается, но может касаться, кстати, денег. И тут тоже разная концепция, у каждого по-своему. Давайте раскроем дальше. Хотя больше деньги нам говорят о том, что деньги есть на этой неделе, это точно. Но у кого-то из вас вот деньги, и смотрите, что у нас еще выпадает, книга. Это официальное учреждение, это чиновники, это может быть и банк. Вы что-то будете согласовывать в банке. Или поедете в банк, например, какие-то платежи осуществлять, может быть, брать кредит на долгий период времени, у кого-то ипотека, или получать эти деньги, или, ну, есть какие-то, может быть, согласования с высокими чиновниками, которые касаются и денежного вопроса, ну и где-то вашей семьи, недвижимости или у кого-то даже переезда. Денежная тема не на последнем месте, это точно. Смотрю, что у вас еще совпало. Мы можем также совмещать крайние ряды карт, если есть совпадение. Вот я смотрю, что как совпадение у вас еще получается. И вот я не вижу этих совпадений, должна сказать, да, их попросту нет. Давайте мы с вами продолжим. И на колоде Таро у нас рассмотрено будет две сферы, как ваши достижения и сфера отношений личной жизни. И третье, это мы подытожим, советы карт достанем. Первое, ваши достижения, работа и деньги. Пусть нам подскажут, с чем это будет связано, чему нужно, может быть, уделить внимание. Вообще тут у вас тройка кубков, это праздник. По части ваших достижений что-то вас радует. Какие-то важные можете согласования вот, да, произвести. Чем-то вы тут остаетесь довольны. Может быть, деньгами конкретно, получением точно. Деньгами вы тут остаетесь довольны, потому что деньги есть, деньги будут. Может быть, приходят деньги, которые задерживаются. Для кого-то из вас это подсказка, либо строй карьеру, либо какой-то вторичный доход одновременно, может быть, продумывай вместе с карьерой. Вообще для себя не ставь каких-то планок, рамок. Чем больше надумаешь, чем больше запланируешь, где ты себя попробуешь аккуратно, безусловно, в каком-то новом деле. Так ты постепенно искусством мелких шагов для себя определишь какую-то стратегию, тактику на длительный период. И поверьте, мои дорогие близнецы, наиболее максимальный или максимально прибыльный фарватер ваших достижений есть возможность просчитать или попробовать на этой неделе. И причем это может проигрываться как работа на дому, работа на самого себя, какое-то ваше ремесло, творчество. Или вы можете приступить
изучая что-то, как в сфере новых технологий, может быть, там у нас есть возможность быстро изучить и уже делать первые шаги, пробуя себя в новом деле, и одновременно какой-то доход, пусть будет он на первых шагах не такой большой, но тем не менее сориентироваться вы уже сумеете. Или по этой карте иногда приходит к нам популярность тоже. Вот у вас на этой неделе может быть что-то очень значимое в вашей жизни, что будет основным источником дохода. По части достижений есть повод быть или остаться с собой довольным при разных согласованиях, неважно чего касается. Нам тут тоже деньги выпали, у кого-то это будут важные бумаги, подписания, соглашения, какая-то информация, которая для вас в точку, в цель и нужна она вам зачем-то. Давайте мы узнаем, что еще. А с другой стороны, да, у кого-то может проиграться. Иногда, кстати, девятка кубков– это карта эгоиста. Когда у меня все есть, и мне ничего не нужно, и мне никто не нужен, и вообще меня все оставьте в покое. И для кого-то последующая карта семерка жезлов так и будет проигрываться, что я сейчас сам по себе. Для кого-то действительно просто сфера ваших достижений требует некоторого уединения. Или когда вы какой-то проект должны как изучить, я говорила, так и, может быть, детализировать какую-то тему, которая вас интересует. И тогда мы занимаемся вот этим делом, которое мы как задачу себе поставили, и не очень-то тут откликаемся на то, что или к чему нас хотят, ну, где-то так или наши усилия приложить, потому что по семерке жезлов наш герой вооружился одним жезлом, а вот эти 6 словно пытаются достать героя. И нам всегда по этой карте говорят, что перед тем, как на что-то соглашаться, ты подумай, а тебе это нужно? Или у тебя сейчас что-то более важное стоит на повестке недели или каждого дня? Правильно распределить силы, говорит об этом карта. Но у кого-то может проиграться, вот как первый вариант я сказала, да, когда действительно ничего не хочу. У меня вот какой-то праздник, то есть радость какая-то будет для вас, мои дорогие близнецы, что-то вот есть какой-то нюанс. Но больше или меньше тут у каждого по-своему, но добрые вести будут. Или, может быть, это буквально встреча с друзьями. Все же и так может проиграться, когда вы встретитесь с человеком, которого долгое время не видели, и вы его уже ждали. Но все равно где-то может включиться вот этот пункт, когда мне все надоело, или я хочу побыть один, или одна. Вот такое может быть. Как и по части ваших достижений или работы. Может быть, работа какая-то экстренная появится, и вам нужно будет решить вопрос, закрыть какую-то тему, уделить время этой самой работе. И вам придется уединиться, именно заниматься этим. Но для кого-то это проиграется и через эмоции. И вроде все хорошо, но с другой стороны, и в принципе я уже всем доволен, и меня устраивает сегодняшний день. И какое-то продвижение свое я уже даже не хочу и продумывать. Ну, вот такие энергии. Но, по крайней мере, по части денег и того, что радостные какие-то новости, события на этой неделе, они у вас точно будут. Давайте посмотрим вторую сферу. Это как отношения в целом, социум, личная жизнь и ваша любовь. Что на этой неделе? Какие энергии? О, карта мага. С одной стороны, это вы можете захотеть кем-то манипулировать, или вам нужно решить какой-то вопрос. Но решить вопрос вы сумеете по части социума. Можете пересматривать отношения в социуме. Можете пересматривать и ближнее окружение, и далекое. Причем каждого человека в отдельности могу ли я доверять. Все в зависимости от поставленных ваших целей. У кого-то этот социум будет напрямую связан с вашей работой. Когда вы где-то захотите именно осуществить свой план и будете максимально, может быть, общаться с теми людьми, которые для вас наиболее интересны или каким-то образом выгодны. Вот я такое тоже могу предположить. Или в зависимости от того, кто вам может прийти на помощь в том или ином вопросе. Но все в вашей власти. Вы можете, конечно, и столкнуться с человеком, когда вы подумаете, ну, мной пытаются манипулировать. Но и вы-то сами тоже, мои дорогие близнецы, в таких же энергиях. И поэтому будьте аккуратны, чтобы где-то самого себя не перехитрить, не переиграть. Но вам сейчас очень многое в эту неделю под силам. Для кого-то из вас выбор стоит.
либо между вот этой картой мага и ваши возможности, или теми возможностями, которые приходят по судьбе. Или это согласование в высоких инстанциях, может быть и в банках. Есть какое-то обязательство по этой карте, безусловно. Для кого-то может проиграться как личная жизнь, пусть не для всех. Два старших аркана. Давайте мы достанем еще одну карту, с чем это может быть связано. Ну, вообще, прекрасная неделя. И получение денег, и решение вопросов по части недвижимости, десятка пентаклей. Правда, если кто-то задумал переезд, значит, вы тут и все и разузнать можете. Как по закону, как мне действовать правильно. Может быть, с учетом аркана маг придется где-то так себя координировать или вносить коррективы в ваши планы, мелкие, для того, чтобы что-то как бы крупная цель осуществилась как раз. Но опять же, мои дорогие близнецы, для вас нет ничего невозможного. Ни по личной жизни, ну, наверное, ни по вашей занятости, ни по труду, ни по получению денег, ни по изучению чего-то нового. Нам не говорят, что прям сразу вот, конечно, какая-то победа. Но, может быть, разобраться в каком-то вопросе, если нужно, значит, вы разберетесь. Найти необходимых людей как специалиста в том или ином вопросе, опять же, вы найдете. Если нужно получить какой-то важный документ, ну, даже если приходится ждать какой-то период времени, все равно вы это получаете. Здесь любое решение вам по силам. Давайте мы достанем третий ряд карт, и мы спросим, чему нужно уделить внимание, каким сферам жизни, вопросам, что обустроить, что согласовать или в чем навести порядок, как совет. Итак, по первому ряду. Ну, правда, тут какое-то, может быть, и Соломоново решение по части личной жизни. Это всегда королева кубков, карта любящего человека. Она о наших супругах, о наших близких. Но где-то вопросы семьи, дети, родственники, если таковые имеются, или взаимодействие с конкретным человеком. И здесь у каждого по-разному. Мы просто спросили, в чем навести порядок или что нужно согласовывать. Поэтому для кого-то это вопросы, касаемые семьи. Но в конечном-то итоге, если мы сведем к достижениям, по достижениям могут проходить высокие инстанции подписания соглашений, брачных контрактов, пересмотры или какие-то договоренности, но тоже через личную жизнь. И, в принципе, вы остаетесь довольны. Значит, есть какой-то эквивалент, когда вы будете радоваться, мои дорогие. А может быть, это и где-то ваш дом, ваши домочадцы. Тут тоже, значит, какие-то параллели нужно провести. Как будто выбрать новое направление. Может быть, выбрать какое-то, как новое изучение. Кто-то выберет новый язык, будет изучать, а кто-то язык программирования будет изучать. По пажу мечей, вы знаете, есть такой еще нюанс. Мы признаем собственные ошибки. Или мы признаем, что мы шли куда-то не туда. Может быть, мы и занимались чем-то искренне, вдохновенно, а тут мы понимаем, а нет, овчинка выделки не стоит, или мне это уже не интересно, или что-то завершается, или по части ваших интересов, как в плане дополнительного дохода, вы тоже изучали что-то одно, а здесь, попробовав, приходите к выводу, нет, лучше я тут вот детализирую и несколько другое буду изучать, углублюсь, мне кажется, вот прогресс будет в этом именно. Вот несколько видоизменить направление ваших интересов, вашего изучения. Вы здесь как будто должны или внести какие-то коррективы. Может быть, это еще и ваше участие с вашими близкими, дети, внуки. Вот здесь взаимодействие тоже может быть. Кто знает, может быть, от детей, даже взрослых, придет какая-то подсказка или от ваших внуков. Давайте, ведь у каждого по-своему. В чем же вы еще должны навести порядок? Правда, какой-то порядок у вас должен быть и в документах, у вас должен быть порядок, может быть, в согласованиях по части закона. Но всегда по рыцарю мечей проигрывается. Есть одна истина, правда. И когда мы ее ищем, и мы ее находим, значит, какой-то есть вопрос. Может быть, это два вопроса, которые в конечном итоге к личной жизни сводятся. Но они включают тут и деньги, оформление, и взаимодействие с домочадцами. У кого-то переезд может быть на кону. Тут самые разные могут быть направления. Или наоборот, вы намереваетесь обустроиться как-то вот именно на этом месте. Значит, самая разная палитра вопросов. Но тогда помните, поступаем по закону. И где-то карты нас останавливают от эмоций.
То есть в спокойном контексте и в гармоничном расположении духа нужно решать все. Придется договариваться, потому что где-то королева кубка, карта любящего человека, как я сказала, но и тот пункт, когда мы больше все же дипломаты. Давайте я еще одну карту достану. Странно. Вы правда можете как поменять направление в изучении чего-то? Кто-то может поменять работу. Может быть, работа, потому что вы видите более перспективную или новую должность. Кто-то из вас может поехать или засобирается куда-то. Может быть, и в течение недели вам придется совершить много переездов, согласований, каких-то разговоров необходимых. Но вам нужно действительно что-то изучить. Не просто выбрать как новое направление, но еще это направление разложить на мелкие пункты, создать, может быть, для себя какой-то тезис-план. Потому что рыцарь Пентаклей – это тот, кто едет медленно, он никуда не торопится. И это как карта-совет, но это может проигрываться, как ваше дело. Вы с ним определитесь, например, или по работе. Вы можете определиться, найти работу, для кого это необходимо, правда? Тут тогда есть действительно возможности, но рассчитывайте сами на себя. Никогда мы бездействуем, и нам что-то предлагают. Может быть и так. Но все равно от какой-то вашей активности исходит как начальная сила, понимаете? И тогда есть возможность найти работу, причем такую, которой вы будете, ну, долгое время уделять внимание, может быть, буквально работать на этом месте лет 10-20. Большая палитра ваших достижений на неделе, как в событиях недели и взаимодействии с людьми с 17 по 23 февраля. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.